Приветствую вас сегодня на моем канале, меня зовут Ирина, и сегодня я хочу поделиться с вами темой питания, темой еды и о том, какая еда лучше для нас, когда, что выбирать, когда выбирать, зачем выбирать. И выбрала я сегодня именно эту тему, потому что, во-первых, вы задаете мне этот вопрос, и много раз я слышу в свой адрес, почему я ем так, что лучше кушать. И действительно, да, я чувствую себя очень хорошо, у меня много энергии, я знаю, что полезно для меня, что нет, и мне действительно есть чем поделиться. И второй момент, почему выбрала именно сегодня эту тему, это потому что я голодаю. Вот, именно сегодня я выбрала такой день. Вот, и для того, чтобы показать, как это легко, вот. Ну, как вы видите, настроение прекрасное, я сижу в кафе, вокруг меня люди, которые едят еду, и при этом я чувствую себя прекрасно. Это нисколько не смущает меня, не заставляет испытывать негодование, жалость или еще какие-то эмоции. Я чувствую себя прекрасно, потому что это мой выбор. И чем хорошо, например, голодание или любые ограничения в еде. Вот начну делиться ключиками, которые я использую в жизни. Для меня важно чувствовать себя независимой. То есть, когда я ощущаю, что какая-то еда вызывает особую привлекательность для меня, то есть я как будто бы ощущаю зависимость, мне хочется постоянно есть одно и то же, но оно не приносит мне удовольствия. То есть я как будто бы уже ем по инерции. Это первая галочка, что нужно прекращать. Вот, поэтому то, что один из инструментов, который я использую, это отказываться от того продукта, к которому я начинаю понимать, что это уже не здоровое восприятие этого продукта, это уже что-то похожее на зависимость. То есть нету действительно потребности и желания что-то есть, но есть привычка это есть. Это первый маяк, то, что больше этого есть не нужно. Откажитесь от этого продукта на время, и вы почувствуете, как тяжело отказаться от этого продукта в этот момент. Это и будет говорить о том, что да, начинает формироваться зависимость, и это самый явный пример, самый явный момент времени, чтобы перейти этот момент и преодолеть его. Вот. Достаточно, на самом деле, вот как я сегодня выбрала, 1 день голодания. Это очень просто, и оно настолько перезагружает и очищает всю нашу систему, что вот буквально на следующий день вы чувствуете себя новым человеком. И оно просто сжигает все привычки, и не только на уровне питания, не только на уровне физики, но и на уровне эмоций и ментального восприятия. То есть это очищает и эмоциональное состояние, мы перестаем тревожиться, мы становимся не такими нервными, и наш ум становится более спокойным. То есть это благотворно влияет в целом на все наши состояния, в общем-то, на нашу жизнь. Вот. И пока я говорила про первый пунктик, вот другой момент, который я вспомнила, и то, что очень важно, это скорость, с которой мы едим. Вот кушать медленно – это одно из просто величайших помощников, потому что пока еда проходит весь этот пищеварительный процесс, вот доходит там весь пищеварительный тракт, доходит до желудка, и до того момента, когда мы начинаем чувствовать сытость,
проходит очень большое время. Поэтому, когда мы едим быстро, особенно когда мы сильно голодны, мы можем есть быстро. Мы просто заглатываем как будто еду, как троглодиты, и от этого никакой пользы. То есть мы съедаем очень много, мы достаточно хорошо в этот момент не чувствуем, какая еда нам полезна, и то, что действительно стоит выбрать, что нужно съесть. Поэтому очень важно, чтобы мы кушали медленно и насыщались вкусом. То есть, когда мы кушаем медленно, мы чувствуем всю палитру, которая дает нам насыщение и на эмоциональном уровне, и на физическом, опять же, потому что еда это не только про физику. И часто хочется есть не потому, что тело голодно. На самом деле телу надо очень мало. И в этом я могу поделиться отдельно, как 40 дней я пила только виноградный сок, и вот какой-то период, при этом где-то неделю или полторы, еще кушала виноград. Но можете представить, как это долго, 40 дней, кушать только виноград и виноградный сок. То есть, на самом деле, и, надо сказать, в малом количестве. То есть телу надо мало для того, чтобы вот чисто иметь энергию. Поэтому в основном еда, она насыщает нас в очень широком спектре и не только физически. И, пожалуй, я могу еще много разных инструментов сказать, да, но пускай будет, наверное, последним вот на данный момент. Мы можем еще поднять эту тему, вот, или обсуждать в комментариях и делиться, кто у кого какой опыт и у кого какие вопросы. Я просто буду отвечать. Вот. Но последнее, что хочу сказать именно сейчас, это когда мы не ждем вот прям дикого голода для того, чтобы покушать. То есть мы должны быть очень чуткими к своему телу и как бы не перенасиловать его, не истощать его. Потому что каждый раз, когда мы проживаем какие-то границы, знаете, если мы очень долго голодали, очень изнуряли наше тело, то потом оно прямо как будто дорывается для того, чтобы восполнить все, что его не хватало. Поэтому важно быть очень чутким, очень тонким и восполнять ресурсы своевременно. Поэтому если вы почувствовали голод, и если у вас нет возможности полноценно покушать, пускай у вас будут какие-то минимальные, хоть вот орешки, сухофрукты, яблоко и банан, вот что-то простое, что утолит ваш голод и даст чувство баланса. И уже после того, как у вас сильного голода не будет, вы уже можете чувствовать, что вы действительно хотите, какого вкуса хотите, какого наполнения вам нужно. И обратите внимание не только на еду, но и на то, с кем вы находитесь в это время и где вы находитесь. Потому что все это создает, это питает нас. Питание – это не только про еду, питание – это про все, что мы впитываем своим восприятием. Благодарю, что были со мной сегодня. Рада делиться, рада быть с вами. Жду ваших комментариев, жду вашей реакции, вашей обратной связи. И снова большой привет из Индии, из Ришикеша. Люблю, благодарю и до новых встреч.